Ты думаешь, что ты здесь, сейчас, в моменте, но ты точно это чувствуешь? Или тебе просто кажется, что ты здесь? Попробуй поймать этот момент прямо сейчас. Он исчез. Все, что ты называешь настоящим, уже прошло, когда ты это понял. Это не ошибка, это механика. Твой мозг не показывает тебе реальность, он воссоздает ее. Он ждет, собирает, обрабатывает и только потом говорит: вот это сейчас. Но это уже поздно. В этом видео мы попробуем это выяснить, что такое время, что такое настоящее и что, если все это иллюзия. Не чтобы запутать, а чтобы, возможно, впервые по-настоящему заметить то, чего ты никогда не замечал. Это Whale Time. Ты уверен, что ты чувствуешь сейчас? Ну, что такое сейчас? Все, что ты воспринимаешь, задержано. Мозг не показывает тебе реальность. Он ее пересобирает. Он ждет, он собирает, он склеивает. Когда ты щелкаешь пальцами, свет и звук идут в мозг с разной скоростью. Но ты их слышишь и видишь как одно. Почему? Потому что мозг создает иллюзию синхронности. Ты думаешь, ты в реальности. На самом деле ты в монтаже. Ты живешь в реконструкции. Не в событии, а в его редакции. Ты не очевидец, ты зритель. Попробуй вспомнить, как ты смотрел на закат или слушал любимую мелодию. Тебе казалось, вот оно, я здесь. Но все, что ты чувствовал, уже было прошлым к тому моменту, когда ты это понял. Нейробиолог Дэвид Игельмен провел простой эксперимент. Он мигал светом перед глазами участников. Когда вспышки становились слишком быстрыми, мозг больше не видел их по отдельности. Он склеивал их в одну непрерывную линию, создавал поток, которого не существовало. Мозг не фиксирует события, он пишет историю, и каждый раз с задержкой, как быстрая рука режиссера, вставляющая кадры в пленку, он соединяет несвязанные сигналы, синхронизирует свет и звук, усредняет, выравнивает и выдает тебе. Это настоящее. Ты думаешь, я вижу все сразу. На деле это сшитый пазл из прошлого. Мозг говорит: вот держи, это момент. Но этот момент уже опоздал. Твой мозг не регистрирует мир, он догоняет его. И каждый раз чуть-чуть опаздывает. А теперь честно, ты когда-нибудь чувствовал, что время странно искажено, что минута тянется вечно, а иногда день просто исчезает? В 2007 году Дэвид Игельмен проводит еще один эксперимент. Люди прыгают с 50 метров в страховке. Во время падения дисплей с мигающими цифрами. Задача прочитать. Кажется, время замедляется. Но это не оно. Это ты ускоряешься. Мозг обрабатывает больше, записывает плотнее. Ты видишь больше деталей, и ты думаешь, все замедлилось. Именно поэтому в аварии ты чувствуешь каждую деталь, каждую тень, каждую линию на асфальте. Ты никогда не был настоящим. Ты всегда был на шаг позади, в версии, которую твой мозг уже смонтировал. А теперь важный вопрос. Если настоящего нет, где тогда ты? Ты не в реальности. Ты в ее интерпретации. Мозг создает иллюзию непрерывного момента. Как режиссер создает монтаж. Это как фильм. Ты не видишь смену кадров, ты видишь поток. Но если приглядеться, ты заметишь склейки. Ты видишь жизнь, как она есть, или как она кажется. Ты в моменте или в его записи. Ты зритель, ты монтаж, ты история, которую тебе показывают. И ты поверил, что это сейчас. Ты живешь, и кажется, что все стабильно. Звук, свет, люди. Ты думаешь, я в реальности, я во времени. Но стоит выключить привычное, и время исчезает. Антарктида, станция Конкордия, минус 80. Нет света, нет дня, нет ночи. Люди живут в белой тишине месяцами, и почти каждый говорит: я не знал, сколько спал, я не знал, что за день. Я не знал, где я. Когда исчезают внешние ориентиры, время распадается. Оно перестает течь, оно превращается в туман. Теперь представь себя, когда ты ехал час, а в памяти осталась только одна остановка. Когда день закончился, а ты не заметил.
как он начался, когда 10 минут ощущались как час. Ты думаешь, что следишь за временем, но ты чувствуешь его, а не измеряешь. А чувства могут ошибаться. Стефания Фаллини, 1989 год. Она провела 4 месяца под землей. Одна, без часов, без циклов, без восходов и закатов. Когда она вышла, была уверена, что прошло всего 2 месяца. Ее личное время сократилось вдвое. Мир жил быстрее, она медленнее. Она прожила 120 дней, а чувствовала 60. Это не сбой. Это доказательство. Время не снаружи, оно внутри. Такие эксперименты повторялись. Вероника Легуэн 111 дней в пещере. Она думала, прошло 42. Мишель Сифр 6 месяцев под землей. Он ошибся на 28 дней. Итальянский социолог год в одиночестве. Он думал, прошло только 1 лето, а была зима. Эти истории повторяются. Разные люди, разные условия. Один и тот же результат. Однажды я ждал звонок, от которого зависело многое. 10 минут растянулись в вечность. Я считал каждую секунду. 1, 2, 3. Это было похоже на пытку. А теперь вспомню процесс, когда все вокруг замирает, когда ты попадаешь в аварию, когда падаешь, когда боишься. 1 секунда, и ты видишь все. Цвет стен, блики фар, мимику лиц, тело в панике, но разум обострен. Ты как будто выходишь из времени, попадаешь в кадр высокого разрешения. Это не магия, это твой мозг. Он ускоряет восприятие, а потом воспоминание растягивается. Ты не ускорил мир, ты замедлил себя. А теперь сон. Ты засыпаешь на 5 минут, но видишь целую жизнь. Города, диалоги, лица, события. Ты просыпаешься и не веришь, что прошло всего несколько минут. Во сне нет часов. Мозг не считает время. Он строит сюжет. Без секунд, без логики, только эмоции. И все же ты чувствуешь, что это было долго. Если твой мозг способен зажимать и растягивать восприятие, если он создает время в изоляции, во сне, в панике, тогда, может быть, время — это просто интерфейс, нарисованный тобой. Ты веришь в утро, в обед, в год, но это все условности. Какой сейчас день? А если бы не было календаря? Время — нестабильный поток, а переменная конструкция. Когда все исчезает, время исчезает первым. Тогда кто-то сказал, что оно вообще было. Кажется, ты живешь в мире, который сначала происходит, а потом ты реагируешь. Но нет, мозг не ждет реальности. Он опережает ее. Ты не зритель фильма, ты монтажер, который собирает сцены и еще до съемки. Ты идешь по улице, кто-то бросает мяч, ты ловишь его. Но на самом деле ты ловишь не мяч, ты ловишь предсказание, где он будет через мгновение. Если бы мозг ждал, ты бы промахнулся. Постоянно. Ты успеваешь потому, что угадываешь. Мозг не ждет звук, он рисует его. Он не ждет свет, он вставляет его. Он не ждет смысл, он его предлагает. И если он ошибается, тебе становится тревожно. Это дежавю, это паника, это что-то не так. Ты не реагируешь на мир. Ты живешь в его версии, созданной до того, как он стал происходить. Нейробиолог Анил Сет говорит, мозг — это фабрика предсказаний. Все, что ты воспринимаешь, это гипотеза, не факт. Теперь давай взглянем глубже. Твоя речь — предсказание. Ты заканчиваешь фразы других людей до того, как они это делают. Твоя музыка — предсказание. Ты хлопаешь в такт. Не потому, что слышишь, а потому что уже знаешь, где будет удар. Ты не слушаешь музыку, ты угадываешь будущее. И если оно не совпадает, песня кажется фальшивой. В 2018 году в Беркли провели эксперимент. Людям давали мелодии с пропущенными нотами, и мозг достраивал их сам. Даже если нота не звучала, она ощущалась. Это не просто догадка, это автоматическая работа. Ты не выбираешь, ты предсказываешь постоянно. А теперь представь, все твои ощущения — это предсказания, которые мозг тут же подтверждает. Он делает ставку и сам же сообщает, что выиграл. Ты строишь реальность как трейлер к фильму, который никогда не снимался. И когда вдруг реальность ведет себя не так,
Мозг пугается. Он не понимает, что делать с кадрами, которые не вписываются в сценарий. Дежавю — это сбой предсказания. Тебе кажется, что ты уже видел это, но на самом деле ты просто хорошо предсказал, переиграл сам себя. А теперь самое важное. Если мозг всегда в будущем, если ты постоянно живешь в предположении, где твое настоящее? А может, настоящего нет. Есть только череда гипотез, которые ты воспринимаешь как факт. Ты не здесь, ты в предположении, что ты здесь. А раз так, может, ты никогда не был здесь? Ты живешь не в мире, ты живешь в его версии, спроектированной до того, как открываешь глаза. Ты думаешь, прошлое позади, будущее впереди, а ты в точке между ними. Но это не больше, чем привычка мышления. Физика давно с этим не согласна. В уравнениях природы нет слова «до» и «после», только взаимосвязи, только события, без направленности. Представь, ты снимаешь фильм, пленки тысячи кадров, они все еще существуют одновременно, но ты можешь листать только в одну сторону, не потому, что иначе нельзя, а потому, что ты так привык. И вот что странно, в специальной теории относительности Эйнштейна понятия настоящего не существует, нет универсального сейчас. У каждого свое. Ты стоишь, другой летит. У вас разные скорости, разная гравитация, разная сейчас. Это не философия, это физика. В реальном мире все зависит от наблюдателя. Парадокс. Если ты отправишься на космическом корабле, летящем почти со скоростью света, для тебя пройдут минуты, а на Земле — десятилетия. Ты вернешься, а все, кого ты знал, будут стары или мертвы. Это не сюжет «Интерстеллара», это подтверждено. Эксперимент 1971 года. Хафеля и Китинг взяли атомные часы и облетели Землю на самолетах. Часы действительно отстали. На миллисекунды, но отстали. Значит, время не одно. Значит, время гнется. Значит, время не абсолют. А если оно не абсолют, значит ли это, что время не настоящее? Теперь представь, если ты не ощущаешь одно и то же сейчас, что же вообще значит быть в моменте? Некоторые физики говорят, мы живем не во времени, мы живем в блочной вселенной. Все события от рождения до смерти уже существуют, просто не одновременно для всех. Как если бы ты смотрел фильм, но не на экране, а на разложенной перед тобой пленке. Кадры не бегут, ты сам движешься по ним. И тогда вопрос, если все уже есть, где ты сейчас? Роджер Пенроуз сказал, если два человека проходят мимо, их сейчас различается на миллионы лет, если смотреть на далекие галактики. Ты здесь, но звезда, на которую ты смотришь, может быть уже мертва. Ты видишь ее свет, но не ее настоящее, оно давно прошло. Свет — это прошлое. Ты смотришь на небо и видишь музей. Значит ли это, что даже там лишь задержка? А теперь еще глубже. Если прошлое, настоящее и будущее уже существуют, тогда где твой выбор? Ты думаешь, ты принимаешь решение, но, может быть, ты просто следуешь пленке? Физик Джулиан Барбур считает, времени нет, есть только форма. Каждый момент — форма Вселенной. Они не сменяют друг друга. Они существуют рядом. Ты не движешься по реке. Ты один из камней на дне. Физик Дэвид Дойч считает, что реальность — это мультивселенная. Каждое твое «если бы» уже где-то произошло. А значит, ты не идешь во времени, ты просто вспоминаешь, где ты есть. А если ты вспоминаешь, тогда ты никогда и не уходил. Может быть, ты никогда не был настоящим, потому что оно движется и не проходит. Оно уже было, и будет, и есть одновременно. Даже если время не поток. Почему ты чувствуешь его как течение, как непрерывное движение, плавное, живое, будто река? Мозг не просто наблюдатель, он монтажер. Он вырезает, склеивает, стирает, дорисовывает, чтобы ты не сошел с ума, чтобы ты почувствовал: я здесь, я в настоящем. Но это обман.
Ты не видишь реальность, ты видишь склейку. Когда ты моргаешь, ты ничего не замечаешь, хотя каждое моргание — это тьма, мгновенное исчезновение мира. 15-20 раз в минуту, до часа в день, целый час. Ты исчезаешь, но мозг стирает следы. Ты не должен знать. Проверь сам. Посмотри в зеркало, проведи взгляд с одного глаза на другой. Ты не увидишь движения. Он сшил до и после, как монтажер фильма. Убрал лишнее, чтобы осталась только история. Ты думаешь, ты наблюдаешь? Нет, ты видишь готовую ленту, а не реальный поток. Но все же иногда склейка ломается на грани сна. В момент шока, в момент тревоги. Ты чувствуешь, что-то не так. Ты словно гость на собственной сцене. Это сбой. Это настоящее дало трещину. Исследования показывают, в состоянии тревоги человек теряет ощущение времени. Секунды тянутся как часы, а в рутине, наоборот, дни исчезают. Вспомни поездку в метро. Ты ехал 20 минут, но не помнишь ни секунды, как будто тебя не было. Автопилот. Ты действуешь, но не осознаешь. Мозг склеивает все в один момент и выдает это за твою жизнь. Если сейчас это монтаж, если твое присутствие можно подменить, то был ли ты хоть раз по-настоящему здесь? Известная история Клайва Уоринга. Британский музыкант. После болезни он потерял способность к формированию новых воспоминаний. Его настоящее 7 секунд. Каждые 20 секунд он пишет в дневнике: «Я проснулся впервые». Минуту спустя зачеркивает и пишет: «Нет, теперь по-настоящему». Он живет в кадре, не зная, что был предыдущим. Он навсегда в настоящем, он никогда в процессе. Представь такое существование. Ты есть, но только на секунду. Потом провал. Но разве мы сами не похожи на него? Мы живем, но что помним? Скольких сейчас мы были в сознании? Ты когда-нибудь просыпался и не помнил день вчера? Как будто кто-то стер ленту, как будто это была не твоя жизнь. Исследование Гарвардского университета. 47% времени человек проводит вне настоящего момента. Почти половина жизни в мыслях о прошлом или будущем. Тогда что ты теряешь, если не можешь быть в сейчас? Может, настоящее — это просто осознанность, которая появляется вне времени. Ты был в потоке, когда забываешь время, забываешь себя, когда что-то захватывает и все исчезает. Это не время исчезает, ты выпадаешь из монтажа и на миг чувствуешь не ленту, а что-то под ней. Может, ты не должен ловить момент? Может, ты сам и есть этот миг? Но чтобы это понять, надо быть настолько здесь, что монтаж перестанет работать, и ты увидишь, ты был не там, где думал. Все, что ты слышал до этого, это было про восприятие, ошибки, иллюзии, но теперь другое. А что, если время вообще не существует? Не просто как ощущение, а в принципе ни секунды, ни потока, ни направления просто нет. Смело, может быть, но в физике все чаще звучат такие мысли. Физик Джулиан Барбор утверждает: время — это иллюзия, есть только конфигурации Вселенной, где каждый момент — завершенный кадр. Как будто ты не живешь, а просто просматриваешь альбом, и каждая страница уже существует. Он называет это мир без времени. Ты не двигаешься, ты просто переключаешь восприятие между уже существующими моментами. Мы привыкли считать прошлое, настоящее, будущее. Это логика, это порядок. Но как насчет этого? Прошлое и будущее одинаково реальны. Настоящее — это просто точка бессмысленной плоскости, одна из бесконечных. А теперь задай себе вопрос: кто ты, если времени нет? Если нет потока, нет движения, нет причин и следствий, нет вчера, нет сегодня, завтра. Ты не участник истории, ты одна из ее страниц. Физик Карл Ровелли пишет: в глубине законов природы время исчезает. Оно не фундаментально, оно тень. Тень чего? Возможно, тень нашего ума, нашей способности воспринимать Вселенную без последовательности. Мы не видим мир таким, какой он есть. Мы добавляем к нему время, чтобы не сойти с ума. Как будто мы заложники иллюзии, в которую сами поверили. Квантовая физика еще дальше. Есть уравнение, где время — лишняя переменная, как баг,
который просто удобно добавить. Как режим энергосбережения мозгу проще включить время, чем объяснить хаос. А теперь вспомни самые сильные моменты в жизни. Вне времени. Любовь, потеря, страх. Ты не можешь сказать, сколько длилось. Ты просто был. Может быть, именно в эти мгновения ты ближе всего к правде. В 2019 году исследование в MIT показало, в состоянии глубокой медитации время не воспринимается вовсе. Мозг теряет ориентацию, и остается только присутствие. Но если можно жить без времени, что тогда удерживает нас в нем? Может быть, только страх? Если ты примешь, что времени нет, тогда все, что ты строил, линии жизни, цели, истории, становится декорацией. Ты не развиваешься, ты уже есть. Ты не был ребенком, ты все еще им где-то. И это не поэзия, это гипотеза, основанная на математике. Но мы держимся за иллюзию, потому что она удобна. Иллюзия времени дает тебе надежду, план, прогресс, завтра. Без нее остается только сейчас, и это пугает. Но может быть, это и есть свобода? Ты строишь себя как путь. Был, есть, буду. Но если времени нет, что от тебя остается? Нет начала, нет точки Б. Нет, я в детстве. И я когда вырасту, только ты сейчас. Без координат, без даты, без прогресса. Ты не становишься. Ты случился уже. Тогда, возможно, все, что ты считал собой, это просто монтаж, версия, сценарий, который мозг пишет, чтобы ты не потерялся. Ты думаешь, я прожил жизнь, но это воспоминания, их может не быть. Ты думаешь, я изменюсь, но это воображение. А где ты есть? Не в прошлом, не в будущем, в какой-то точке, где нет времени, только присутствие. Философ Дерек Парфит писал, нет никакого постоянного «я», есть поток сознаний, и каждый немного другой. Ты не тот, кем был утром, ты уже не тот, но ты веришь, что ты один и тот же, и в этом обман, но и сила. И если нет единого «я», тебя нельзя сломать, потому что сломать нечего. Каждую секунду ты становишься новым собой, и этот новый уже не тот, кто страдал. И если времени нет, твоя история не держит тебя, ошибки не тянут назад, будущее не диктует страх. Ты свободен. Не когда ты выбрал путь, а когда ты перестал его искать. Ты не проект, ты не план, ты факт, ты событие, ты свет в темноте, который не движется, а просто есть. Ты не должен ничего доказывать, ты уже состоялся. Когда ты улыбаешься, это ты. Когда ты дышишь, это ты. Когда ты чувствуешь, именно тогда ты живой. Может, ты никогда не был в прошлом, может, тебя не будет в будущем, но ты был здесь, сейчас. И в этом ответ. Не кто ты станешь, а кем ты являешься без времени. И если ты все еще есть, этого достаточно. Вначале я спросил, возможно, ты никогда не был здесь. Теперь ты знаешь почему. Здесь не точка, это подстановка. Мозг ее создает, чтобы ты не сошел с ума. Но если ты все это услышал, если ты почувствовал, значит ты есть. Не как событие, а как присутствие, как факт. Напиши в комментариях, что ты чувствуешь прямо сейчас. Не подумай, почувствуй. И если тебе откликнулось, подпишись и поделись этим видео. Мы встретимся в следующем моменте, если он будет.